Привет! Я сейчас просто бегу по обычному жилому кварталу Токио, чтобы просто сесть на метро и просто поехать туда, куда мне нужно. Казалось бы, чего здесь такого-то, да? Спойлер, токийское метро – это вообще ни разу не просто. Это квест реально для туристов-иностранцев. Это сумасшедший квест из серии уровня «Попробуй выжить». И желательно еще и не сойти с ума. И вот сегодня я как раз намереваюсь поснимать свой путь в метро, чтобы вы смогли ощутить, как это ориентироваться в японском метро. Прежде всего, чтобы передвигаться на общественном транспорте в Токио и вообще в Японии, желательно, чтобы у вас была специальная японская транспортная карта проездной Сюика или Сюика Welcome. На самом деле сейчас уже без разницы. Раньше Welcome была специально для туристов. Есть возможность для метро покупать и одноразовые билеты в автоматах, но всегда очень сложно рассчитать стоимость маршрута, потому что она сильно варьируется от того, какой компанией вы едете, компанией поездов, как долго и так далее. Поэтому проще всегда закидывать определенную сумму на карту Сюика и больше не ломать голову, как заплатить. Эту карту можно приобрести в специальных автоматах сразу в аэропорту при входе в метро. Автоматов там разных, конечно, огромное количество, и сложно тоже в них ориентироваться, но всегда можно спросить служащих. А самая удобная вещь, что у тех, у кого айфоны, то эту транспортную карту можно загрузить как электронную карту в iPhone, что я и сделала. А вот на андроиды, купленные и произведенные не в Японии, к сожалению, эту карту поставить не получится. И тогда надо пользоваться только пластиковой физической картой Сюика. И при себе всегда желательно иметь наличные деньги, потому что далеко не на всех станциях метро можно пополнить карту Сюика с кредитной карты. Некоторые автоматы принимают только наличку в Японии. Ну а тем временем я уже спустилась в метро. Сейчас подойду к схеме, чтобы вы смогли оценить всю прелесть японского метро. Скажу сразу, вот этими физическими схемами я ни разу не пользовалась. Да, по-моему, это и совершенно бесполезная, невозможная задача. Пользовалась я всегда исключительно Google карты, и, надо сказать, это просто спасение. Она очень четко и хорошо объясняет все. Вот здесь я вижу, что мне надо сесть на синюю линию ТС, Тобу Sky Tree Line. Нужный мне поезд будет отходить с 3-4 платформы где-то в 11:35. Проехать одну остановку, и дальше через остановку поезд сменит линию и станет уже линией фиолетовой Sky Tree. Ориентируясь по синим вывескам, нашла 3 и 4 платформы и буду сейчас подниматься на перрон. В Японии интересная вещь, ты можешь ехать в одном поезде, но по линиям разных компаний и, соответственно, за разную стоимость. В Google картах, как правило, указана ориентировочная стоимость. А также нужно ли выходить и переходить куда-то или можно оставаться в вагоне. А я пытаюсь понять, с какой стороны именно платформы будет мой поезд. Для этого надо сверять информацию на электронном табло с Google картой, названием поезда, вот мы его видим, направлением, и обычно этот поезд экспресс или полуэкспресс. Вот этот отходит в 11:36 минут, и нам не подходит, потому что у нас в 11:35.
Если хоть какая-то информация не совпадает с тем, что указано в Google карте, это точно не ваш поезд. На него садиться не надо, потому что можно на нем уехать черти куда и потом еще 3 часа возвращаться. Дорогу в самих поездах записывать не буду, только моменты пересадки. И вот как раз он. То есть я доехала до конечной станции, где дальше у меня идет пересадка. И пытаюсь понять, мне здесь выходить или нет. Ждем, когда появится английский шрифт. И здесь выходить из вагона не надо, потому что дальше идет уже другая нужная мне линия, по которой надо проехать еще где-то 8 остановок. Проехала, сошла с поезда, и теперь мне надо искать другую линию Тозай Лайн. Проверяю по Гуглу, ищу указатели, но что-то вообще не вижу нужную линию. Решаю подойти к большому борду. Сверяю с Google картой, и вроде бы все верно, но указателей все равно нету. Бреду. Решаю подняться ближе к поверхности, может быть, там будут какие-то указатели. Вот выхожу. Потом проверяю снова Google карту и обнаруживаю свою ошибку. Я не докрутила Google карту и на самом деле вышла на одну станцию раньше, чем мне нужно. Естественно, тут не будет никаких нужных мне линий. И, соответственно, мне надо сейчас снова возвращаться обратно и ехать эту одну остановку. Теперь уже ищу, с какой платформы будет отходить нужный мне поезд. Все сначала. Время, точная платформа, вот она моя линия, по которой я ехала, фиолетовая. Снова захожу в метро, соответственно, новая оплата. Ориентируюсь, какая мне нужна платформа. Нет, не это. Снова проверяю Google, потому что даже расхождение в 1 минуту очень сильно влияет, потому что с той же самой платформы могут уходить поезда в совершенно разные направления. И если вы опоздали на свой поезд на 1 минуту, то лучше перепроверить, с какой следующей платформы будет уходить следующий нужный вам. А это разметка платформы для того, чтобы люди вставали в очередь и не толпились напротив дверей. А я проехала уже эту злосчастную одну остановку, которую пропустила, и вот уже вижу указатели на нужную мне линию Тозай Лайн Т бирюзового цвета. Цвет очень, конечно, помогает, но иногда не совпадает с Google картой. Google карта еще иногда подбирает, когда говорит: не надо вам менять вагон, не надо, а на самом деле надо из него выходить. Вот здесь, например, Google карта показывает, что это чуть ли не 2 разных станции с одним и тем же названием, или просто одна огромная станция, и надо выходить на поверхность. Но по итогу на поверхность выходить не пришлось. Я иду четко по указателям. Вот линия Т бирюзовая. И главное вертеть головой по сторонам и искать указатели. Просто далеко расположены. Платформа должна быть номер 2, а вот, собственно говоря, нужный мне поезд. Я в него быстренько заскакиваю. Ну и здесь я уже проехала свои 6 остановок. И хорошо, что я вышла и перепроверила. Это мой поезд поехал назад. А Google наврал, что ничего не меняем. Меняем просто в другую сторону платформы. Вот на это. Поэтому надо перепроверять каждый раз. Лучше просто отменять тот поездку и делать с нового места новый поиск маршрута. А вот это табло внутри вагона, и здесь крупным название станции Такада Нобаба. 3 в квадратике – это номер вагона, но вот этим я так и не стала пользоваться, в какой конкретно вагон садиться. Т03 – это код будущей остановки.
Надписи все дублируются на английском. Сверху указано также направление и обычные или экспресс-поезда. Также прописываются в целом все остановки на линии. А вот так видна смена линии с одной компании на другую. Вон синяя переходит в желтое. Ну а я с вами буду прощаться. Спасибо и пока-пока. До встречи.